8 лет инвестируем в AI. Угу. Эта проблема не решается. Я себя комфортно чувствую на видео Да. и супер, кринжую на фотках. Но, к сожалению, он геймер. Геймер-сноб. Фотка для моего американского паспорта. Это была бы честь для меня. Еще здесь должен быть борзая собака. А знаешь, что это сделает? AI. Точнее, сейчас проверим. Мы все чаще слышим, что AI скоро будет везде и всех нас заменит, так что мы решили съездить в Силиконовую долину и проверить это на реальной съемке. Наши герои сегодня – Коля и Марина Давыдовы, управляющие партнеры фонда DVC, который много лет успешно инвестирует именно в AI. А также ребята заметные спикеры в тех-индустрии. Вы могли видеть Колю в фильме «Дудя» про Силиконовую долину, а Марину даже на международном TED Women. Поэтому мы решили заехать к ним в гости, сделать пару портретов по вот этому вот референсу, но вместо стилиста, визажиста и реальной зимней локации мы воспользовались AI-продуктами. А пока мы выясняем, получится ли из этого что-то хорошее, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, это поможет нам чаще их снимать. Приятного просмотра! Я думала, что мы зайдем к вам домой, и я сразу задам вам вопрос. Но мы были так рады видеть друг друга, что я ничего не спросила, и вы ничего не спросили. А теперь я спрошу это. Как выглядит день венчурного инвестора в долине? Я не люблю одинаковые распорядки, но при этом я абсолютный раб календаря. То есть, если у меня что-то нет в календаре, я этого не делаю. Вот. Я на самом деле удивлен был, что люди такие, а пойдем в кино, типа. Ну, я, в смысле, в 20 лет это делал, а мне казалось, что люди в 40 лет так не делают уже. Если вы нас смотрите неуспешные люди, типа, как мы, которые обычно просто говорим, что, ничего не занят, сходим в кино. Мы все так делаем, это не возрастная вещь. Это часть пути эволюции. Мне кажется, следующий шаг должен быть когда ты, наоборот, освободился. Так, что у тебя, наоборот, становится больше времени свободного, и ты можешь, когда тебе неожиданно предлагают пойти в кино, такой, а пойдем в кино? Мне Нет, кажется, я думаю, мы что... на предыдущем шаге, если честно. Да. Мы просто, на самом деле, это мы не успешные люди, потому что успешные люди, они действительно, они сами решают, что они когда хотят или не хотят делать, есть у них настроение сейчас, типа, навстречу или нет. Я знаю людей, которые очень продуктивны, эффективны, при этом супер успешные, и они, на самом деле, намного меньше зависят от своего календаря. То есть, видимо, это еще просто особенность профессии. Это твой. Держи. Стаканы там, по-моему, нет, это получше. Короче, тут еще бас. Офигенно. Это все просто. Покажешь? Да, конечно. So beautiful. Заказывайте Давыдов кофе, если вам пришли вот здесь когда-нибудь. Это моя книжка. Да, я просто кому-то показывала, она всегда здесь стоит. Я видела на эфирах. Да. Вы кому-то показывали? Это мой стандартный фон. Ничего себе. Да, просто мы искали самое большое, которое можно. Мы вдвоем в лесе. Да, в этом и поинт. Прикольно? Вдвоем? Да. Прикольно. То есть вы просто можете его накинуть, Давай попробуем. можете полностью в него залезть вдвоем. Ну, короче, это будет миленько. Значит, я себя комфортно чувствую на видео Да, и супер, кринжую на фотках. да. Вот мы снимаем Сейчас видео, не сейчас переживай. происходит два, и я не знаю, как мне себя вести. Кринжевать или нет? А кусочек света падает на дом Миллера, кстати. Серьезно? Да, это Реально, только там вот прям подсвечен только дом Юрия Борисовича, потому что миллиардерам полагается солнце. Сколько это стоит? Мы просто, видишь, недостаточно налогов платим, чтобы Калифорния Что-то подержать? нас порадовала. И я просто себя неудобно чувствую. Отличное начало. Класс. Хорошее. Ага. Но круто, потому что я думаю, что мы на видео, и я поэтому не стрессую. Видишь, нам, чтобы снять нормальные фотки с Николаем Давыдовым, нужно 2 камеры, которые снимают его на видео. Так, продолжайте жимкаться. Очень классно. Стоп. Угу. Так. Класс. Стоп. Да. Мне кажется, сейчас было не очень понятно, поэтому давайте я объясню, как я сделала из первой фотки вторую фотку. Я просто уеду сейчас вот сюда и покажу вам, как все происходило. Сначала я сделала какие-то микроскопические изменения, поправила макияж Марине, чуть-чуть там поправила тон Коле, просто раз есть такая возможность у нас. Потом начались мучения с фотошопом, когда мне приходилось пробовать всякие разные варианты, и сначала он предлагал кучу всякой фигни, я хотела сделать зимний лес у нас, потому что такой вот референс был. Но это получался не зимний лес, а хель какая-то. И в связи с этим
мне пришлось провозиться большое количество попыток, пока лес не стал таким, каким надо. Я поменяла сезон, затем я подумала, а не сделать ли Коле прическу прекрасного принца? И сделала ему такую шевелюру. Вот. И получилось, как получилось. Где ты надыбала такого размера пальто? Кстати, это Америка. А можно было в Честно говоря, мы офигели, когда смотрели там столько хороших вещей. Это тоже не интеграция. Хотя, если вы готовы, это интеграция. Как можно вообще быть не милым, когда ты кутаешься в одно пальто, да, скажи? Да вообще. Нет, ну если ты пытаешься отнять пальто, которое... Она как с одеялом поступает, понимаешь, вообще сейчас. Так, сейчас. Я узнал, Класс. что есть у людей нормальных жизнь, когда они покупают себе второе одеяло. Ты шутишь? Второе одеяло, потом вторая кровать. Ну вот я тоже потом думал, соседние потом все, короче. Не, ну я знаю людей, которые живут в соседних спальнях отдельно, у них нормальный брак. Долго? После Вот. этого? Уже Вопрос, долго, да, вопрос. уже долго. Мы 8 лет инвестируем в AI. Мгм. Эта проблема не решается. Невозможно придумать иллюстрацию на AI, чтобы она была не тупой. Блин, может, мы это сделаем? У нас есть шанс, как думаете, это? Я не знаю, Чтобы не тупой? просто как изобразить AI, кроме как, типа, все такие нейронная сеть, все такие рисуют, типа, сеть нейронов какой-то, типа, иногда путающую землю, иногда кто-то рисует какие-то микросхемы, типа. Но просто вот тема вообще software очень сложно сделать иллюстрацию, и иллюстрацию для AI еще сложнее, потому что это особенный тип software. Так, у меня вопрос. Если я придумаю ее, это будет Genius Artwork, как выглядит AI. Это будет... Я могу заработать кучу Это денег, будет да? уровня, как придумать селфи, только круче. Люди вообще исторически создаем для себя инструменты. Есть классная речь Стива Джобса, где он про это говорит. Чарт с эффективностью передвижения в животном мире. Сколько калорий тратит какой-то вид на то, чтобы там несколько своих ростов пройти. И вот самый эффективный в мире передвигатель себя – это кондор. Ну, значит, кондор, птица, она летит суперэффективно, он не машет крыльями, он парит. Человек где-то ближе к концу списка, потому что мы супер неэффективно ходим, когда бегаем, мы сжигаем столько калорий, что аж худеем. Так мы еще думаем по этому. Да, еще думаем при этом. Зачем? Но человек на велосипеде в 6 раз уделывает кондора. Вау, То есть окей. мы придумываем инструменты, которые позволяют нам перейти на один уровень абстрактности выше. Вот, поэтому я думаю, что меняются, конечно, профессии. До этого буккиперы занимались тем, что просто рисовали клеточки и в клеточки вписывали цифры. Когда появился Excel, все сказали, типа, все, спредшиты заменят всех буккиперов. Тогда было примерно 25 тысяч буккиперов в стране, сейчас их несколько миллионов. Увеличилось количество, потому что неожиданно ты понимаешь, что ты с этим можешь намного больше делать. Поэтому даже самые профессии, находящиеся в большой опасности, наверное, это переводчики первые. Вот даже они могут использовать это как инструмент. Мы же на самом деле не видим объективную реальность. Научно доказано, что у каждого своя субъективная реальность, а дальше все остальное нам в зависимости от байса мозг дорисовывает картинку. Да. Поэтому у всех в зависимости от того, какой группе они хотят принадлежать, будет своя картинка мира. И своя правда. Вот. И единственный способ, как бы, когда ты можешь представить, что там, условно, Земля — это все единое какой-то government, надеюсь, что это AI government, то для этого должен быть какой-нибудь Марс, который с ним враждует. Странным образом это то, что объединяет людей больше, чем что-либо еще. Да. То есть, как бы, тебе надо продать врага. И в этом плане я понимаю, о чем ты, что если у нас появится что-то, что условно... Типа что-то соразмерное, чтобы, да, объединить. Ну, потому что ты не можешь... Так. Ты не можешь сказать, кто такие мы, Да. если все мы. Если нет никаких они, где граница? Да. Тебе же нужно границу очертить, сказать, это мы. Да. Мы общность. Блин. А надо принадлежать к общности. У меня столько теперь конспираси А мы можем быть вопросов. против... Почему мы должны быть против чего-то на других планетах? Мы Мы не можем должны быть против AI. Кстати, ну в да, целом если... пока тенденция куда-то туда идет, что все равно у нас будут... Но это должно быть кто-то на нас похожий. Это на самом деле происходит из того, как люди понимают, что такое я.
поэтому мы не можем себя отделить от AI. Нам надо себя отделять от других людей, от других понятий, которыми мы могли бы быть. То есть, условно, ты можешь быть белым, ты можешь быть черным, ты можешь быть straight, ты можешь быть гей. И вот все, чем ты мог бы быть, но не есть, вот на этом отличии твой мозг строит самоидентификацию. Да. Да, но не обязательно. Group identification. Именно поэтому он проводит границы. То есть ты не обязательно отделяешь. Блин, с вами так интересно, но надо как-то вас между этим ставить, чтобы я успела вас сфоткать. Поэтому, Что делать? Что если Марина становится перед Колей? Не, давай не что если, ты очень полайт. Все, окей. Так, ты сюда встал. Много лет в Америке. В общем, да. Что если Коля сзади, Марина спереди? Опять я это сказала. Коля становится сзади. Окей, Марина есть. стоит спереди. Давайте подними. Нет, вы хорошо стоите сейчас. Да, ты мне говорила просто, мы же сбились Я на просто думаю, что не фотографировании. надо решить просто против кого мы объединимся. Надо просто, может быть... Вообще человек — это на самом деле ступень эволюции, а не венец же ее, поэтому Блин, может, против крыс? Знаете, вот это было бы классно, их никто не любит. крыса. Но ты не можешь быть крысой. Вот, знаешь, я пару человек таких знаю. Вполне себе. Слушайте, а хотите по отдельности сфоткать, чтобы у вас была картинка просто на, не знаю, белом фоне, мало ли, виза? Виза, паспорт. Вы На снимаете, паспорт. чтобы только по отдельности. На американском. Давай, это будет фотка для моего американского паспорта. Это была бы честь для меня. Так. А что, если Коля сядет на стул, Да, а что если? а Марина вот так поставит тебе руку на плечо? Так, ты садись на Это стул. ультрапостановочная вещь какая-то. Но в смысле из того, что мы... Вещь. Ну, не знаю, Вот мне на так? самом деле уже как-то... Или так. Вот так. Еще здесь должен быть борзая собака. А знаешь, что это сделает? AI. Короче, первые 100 существ, которые мне предлагала я поставить на место борзой собаки, точно нет на нашей планете. Но меня это даже немного обрадовало, если честно. Значит, как минимум у собак будет работа. И, кстати, на этом моменте я уже устала немного возиться с AI, так что дальше будут просто фотки. Можете написать в комментариях, что вам больше нравится, AI или жиза. Если у вас есть фристайл, я его беру. Это... Залезай. Серьезно? Давайте. Давай. Ты готов? Да. Раз, два. Так. Ну. Так. Кстати, так странно, как люди пытаются казаться часто серьезнее, чем они есть, хотя мы все знаем, какие все люди. Мы пытаемся казаться менее серьезными, чем мы есть. Сейчас точно. И это на самом деле вводит в заблуждение тебя, когда ты ребенок. Ты думаешь, да блин, я вырасту и буду вот такой же, как вот эти все дядьки и тетки. Типа, что за жесть? Да, Вот. а я вчера обожрался сладких булок, типа, и мне так плохо было. И сегодня тоже. Блин, Я знаешь, 2 что- раза это сделал. Знаешь, что я каждый раз думаю, когда такое происходит? Я, блин, adult. Я могу делать, что хочу. Я для этого вырастала. Типа, Для чтобы этого. делать... Я себе игры так покупаю. Так Я что- такой, я, короче, богатый чувак. Я могу себе позволить все игры, которые хочу. Ща. Последние пару фоток, чтобы не держаться так долго, и мы отправимся. О, знаете что, расскажите нам, как вы познакомились. У нас есть, понятно, 2 взгляда на эту историю. Мы познакомились 1 сентября, первый курс в университете. И Коля вошел очень ярко в нашу аудиторию со словами «Я староста». И очень сильно привлек к себе внимание. Я в этот день записала в своем diary, в дневнике, что у нас классный староста. Но, к сожалению, он геймер. И больше я в дневнике не упоминаюсь. Ты как наркоман считалась? Ну, или... для меня- Для нее, да. То Для есть, меня, типа, да, геймер, это такое все, короче. зависимость, пороки, неправильные приоритеты, вот это вот все. И через пару недель мы с тобой разговорились. И ты рассказала, что у тебя вот там, типа, есть сестры, что ты проводила лето с ними в Кирове. Так. Я такой думаю, боже мой, Киров, эти Провинция. регионы, провинция, это... Вот. Так. Геймер-сноб. Геймер-сноб, да. Геймер-сноб. Вот думаю, ну девочка Я прикольная. же еще жила на Речном, а он почти в Ну, центре. для меня А это... где ты жил? Я жил Таганке. между Таганкой и Пролетаркой. Я думал, что у меня теперь есть девушка, а она мне на следующий день сказала, слушай, ну мы же друг друга особо не знаем, я так... Потому что он все еще геймер, понимаешь? конечно. Да. Это И, же- короче, говорит, нам надо получше друг друга узнать, поэтому... Вот. И такая, типа, рассталась со мной. И через неделю начала встречаться с каким-то другим парнем. Это не так было. Не через неделю, а Господи. через 8 месяцев. Ну, хорошо, ладно. С каким-то... Тогда время по-другому летит в юности. Я, в общем, 2 года ее добивался. Первый год не активно, потом активно начал добиваться. И занял собой все ее время. Угу.
так, чтобы она никуда не могла деться. Но у нас смешная есть дополнение к этой истории, когда через 1,5 года я пришла в гости к ним домой. Не я одна, нас было несколько наших одногруппников, но почему-то именно на меня пристально смотрели бабушка, папа, мама. А я им просто не сказал, что мы расстались. Да. Поэтому для них мы вот с тобой... И они думали, что мы вот 2 года уже курса, встречаемся. Я не смотрела на меня как на девушку, хотя мы в тот момент не встречались. Да. Коля сказал, что просто я знаю, зачем что эти лишние фрикшенс туда-сюда рассказывать, как бы маму расстраивать, типа вот. Просто надо реальность подогнать под ожидания мамы. Я так привык жить вообще. Блин, ну ты, может, знал, кстати, как оно все будет. Есть такое ощущение, что мы же иногда это как будто носим в себе, все эти штуки, знаешь? Знаешь, для меня это просто было... я не привык как-то проигрывать.